Представители знака зодиака Водолей, приветствую вас! Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Чего ждать в эти 10 дней, давайте с вами узнаем с подсказками карт. И у нас сегодня две колоды. Новая колода «Цыганский оракул» Ленорман. И здесь немножко другие значения. Она когда-то была давно прорисована и, в принципе, не менялась. Я никогда ее в своих раскладах в общих не использовала, только лично для себя. Но вот некоторый дебют давайте попробуем, узнаем. И у нас в эту декаду постепенно завершается ретроградность. И где-то та ретроградность даже, которая началась в конце 2025 года, она вообще подходит к концу. Ну вот, видимо, одна планета, следом вторая. Вот тот долгий даже период или те события, когда мы что-то не могли осуществить, они были тоже нам полезны. Больше ясности в нашей жизни, в той или иной сфере мы достигли. Но еще не все. И вот, кстати, по части информации, планета Меркурий, она у нас с 8 числа уже будет в прямом движении. И это означает, что к концу этого периода прояснятся некоторые вопросы или то, что было в каких-то задержках, здесь тоже постепенно может набирать темп. И к окончанию первой декады апреля мы можем, где-то рассчитывать на более четкую, ясную картину, информацию. Или то, что создавало нам, опять же, путаницу в нашей жизни, здесь тоже будет постепенно все расставлено по местам. Ну, а ретроградная Венера – это не совсем в пределах этой декады до 13 апреля, это где-то со второй половины месяца, уже может быть прогресс. И, кстати, если условно поделить апрель на две части, то первая часть апреля, она такая, где-то еще размеренно, умеренно идет, даже по темпам жизни. А теоретически, астрологически мы можем ожидать во второй половине апреля, какого-то быстрого разворота событий или убыстрения тех или иных вопросов, ситуаций. Вот давайте с вами узнаем. И на оракуле мы достанем с вами 6 карт. Эти карты будут нам рассказывать о событиях ближайшего будущего или чего же ждать. Итак, давайте для вас, мои дорогие водолеи, достанем такие подсказки. События ближайших дней, с чем это связано? События ближайшего будущего, ближайшего времени. Чего же вам ждать? Может быть, какие сферы жизни выйдут на первый план, чем вам придется заниматься? Дополним картами Таро. Первое, это у нас будет неожиданности. Пусть это будут для вас приятные сюрпризы, мои дорогие. И все же достанем. Вторая карта – это, по сути, в чем вы ресурсны, что вам помогает, в чем ваши сильные стороны, или что у вас наиболее благополучно может осуществиться, если мы в целом смотрим сферу жизни. Сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег, личная жизнь, любовь. И что меняет вас самих, или те перемены, которые происходят вокруг вас. Карту совет достанем, откроем ее в самом конце. Давайте смотреть, что же за события. Подарок, мои дорогие. Подарок можно по-разному воспринимать. Может быть и правда подарок от любимого человека, подарок от родственников. Но здесь у нас буквально сокровище, поэтому это может быть, кто знает, что-то такое более емкое в плане недвижимости. Может быть, это просто чья-то помощь, как подарок. Так тоже можно расценивать. Но то, что радость какая-то есть, приятные события. И это буквально с первых дней апреля об этом нам говорит карта. Может быть, это и какие-то согласования, кстати, когда для вас будут какие-либо бонусы. У кого-то, может быть, и банально какие-то бонусы по работе, по месту службы, может быть, премия или какие-то выплаты такие, да, которые вы не ожидали. Или даже в ожидаемом каком-то доходе, может быть, увеличение, по крайней мере, каких-то бонусов и плюсов больше. Что же еще нам расскажут о праздник? Смотрите, может быть и правда есть какой-то повод, по которому присутствует в вашей жизни праздник, и пусть этих праздников будет больше. И как и радость, как и подарок, так и праздник, какие-то добрые события. Вообще в целом тут может что-то для вас решаться
с большим плюсом. Или проясняться какая-то обстановка. Поэтому быть оптимистом с первых дней апреля повод есть, мои дорогие водолеи. Солдат. Вот я говорила, что это такая специфическая колода. Но если мы переложим, конечно, меня могут смотреть люди из разных стран, и у кого-то буквально военные действия, и что ты сделаешь, да, тут и нужно себя беречь. И если мы отойдем от этой концепции, поскольку у каждого своя ситуация, это люди в форме. И люди в форме, они у нас могут быть самые разные, но это тот человек, который действует либо по какому-то протоколу, либо он действует по какому-то приказу. То есть есть определенные рамки, в которых он может осуществлять либо эту деятельность, либо эта деятельность может быть направлена, ну, или на взаимодействие, к примеру, с вами. Поэтому тут мы не можем замечтаться, это точно. Здесь, скорее всего, нужно себя беречь. И точно по этой карте, если, ну, каким-то образом вас вводит, допустим, судьба с представителями власти, с представителями закона, или просто вот с законом как таковым, с каким-то регламентом, и здесь точно противодействие, оно вам может повредить. Мы тут вообще ничего не можем поменять, потому что, ну, солдат, вот с винтовкой в руке, вот какая-то ситуация, которую вы переломить точно не можете. И здесь лучше как-то быть более гибче или вообще, ну, как будто выйти, может быть, даже из игры. Может быть, это какие-то сведения, кстати, опять же, в зависимости от того, из какой страны вы меня смотрите, все же первые две карты, да, если мы говорим праздник и, ну, какая-то радость, подарок, кто знает, может быть, какие-то добрые вести, которые одновременно касаются и внешней обстановки, и вас самих, мои дорогие водолеи. Может быть, для кого-то из вас это будет означать, ну, даже я могу такое предположить, что какие-то рычаги влияния могут быть теперь в ваших руках. Но опять же, тут все очень индивидуально. Но не торопиться с учетом аркана солдат, понимать, что если ваша жизнь сводит с такими людьми, которые действительно действуют по протоколу или по приказу, помните, что с ними договориться невозможно. Поэтому тут вот эта самая гибкость где-то, она нам помогает. Ну ладно, давайте посмотрим дальше. Свадьба. Вот такая колода, да, солдат и вроде бы свадьба. Ну, конечно, у кого-то это как ожидание, я могу такое вполне предположить, но, понятно, не для всех. Может быть, один, двое, и какая-то история вашей любви, тут и праздник, и тут и подарки, почему бы и нет. То вполне вероятно, вы будете думать о свадьбе или договариваться с вашим любимым человеком, что-то планировать, но... Если отойдем все же от этой концепции, что такое свадьба, это первое – союз, раз, и составление каких-то бумаг, договоренностей, документов, подписания, высокие инстанции. Поэтому тут действительно могут быть как и представители законной власти, или может быть, как вот солдат, какой-то высокий чиновник, который, ну, ты тут как с ним не договаривайся, а он не изменит свое мнение. Почему? Потому что он не хочет рисковать сам собой. Он не хочет рисковать своей должностью. Поэтому переложите на те задачи, которые вы конкретно ставите, каждый из вас. Но, в принципе, мы ведь можем все равно даже как-то решить вопрос, ну, может быть, в обход, или найти какие-то подзаконные акты, сменить юристов, например, адвокатов, или какую-то новую траекторию. Но, тем не менее, согласовать красиво как-то, элегантно и грамотно одновременно, несмотря на то, что, может быть, и есть какие-то препоны. Но для вас есть и договоренности, мои дорогие водолеи, и в этих договоренностях, вот я как раз для большинства из вас и вижу, как и радость, или подарок, или праздник, или какое-то очень знаковое событие, которое для вас со знаком плюс. Давайте посмотрим еще. И это может быть как получение документа, вот конкретно посыльный. Может быть и посыльный, почему нет? Мы можем получать заказное письмо или буквально в руки нам его доставляют. Но это может быть не обязательно. Все же отойдем немного от значения этой колоды. И в целом это какая-то корреспонденция.
Мы можем сами отправляться, какие-то пересматривать договоры. Это, кстати, по ретро-Венере. Мы можем пересматривать брачные контракты, контракты по работе, вносить какие-то изменения для себя с большими бонусами или какими-то прописанными, ну, может быть, дополнительными нюансами по вашей работе и дополнительными бонусами, которые будут теперь зафиксированы на бумаге. Вот я вполне такое могу предположить. Я вижу, что тут, правда, какое-то или устные какие-то договоренности, но все же нет, это не устные. По этому аркану это конкретно какой-то юридический момент или бумажный момент, назовите как угодно. Но мы можем еще и помимо этого получать какие-то сведения или какую-то нужную информацию. Буквально конверт передает посыльный, поэтому как будто вам что-то дают в руки. Ну, кто знает, может быть и посылка, может быть и подарок вот как таковой. Давайте посмотрим, что еще. Но точно не расслабляйтесь. Вот смотрите, так выпало, противник называется эта карта, вверху у нас солдат. И эта колода, тут есть два недруга, ну или недруг и противник, как бы противодействующая какая-то сторона. И вот эта карта, она нам говорит не о человеке, который что-то ментально там задумал, а тот, который притаился, тот, который уже намерен действовать. И все то, что я говорила, беречь себя с учетом аркана солдат, не идти против системы, не идти, если жизнь сталкивает вот с таким непримиримым человеком, ну тогда и вдруг возникает какая-то спорная ситуация. Или возникает ситуация, когда вы с человеком не согласны. Ну, вот есть такая фраза «включить дурака». Иногда помогает. Извините, конечно, за мой сленг, но вы ведь тут никого не переубедите. И даже если вот такая парадоксальная история у кого-то проигрывается, для вас нужно быть дважды осмотрительным, потому что, с одной стороны, есть вероятность, как столкнуться с законом или вот с таким непримиримым человеком, персоной, так и с другой стороны, мы еще пока не видим, вот как на этой карте человек как будто прячется и ждет удобного момента, то есть мы еще не знаем, как закон, допустим, будет работать в отношении нас, и мы не всегда подкованы по законам юриспруденции во всех сферах, правда? Даже если вы знаете, я думаю, юристы со мной согласятся, если ты знаешь одну какую-то область, ну, неизбежно где-то пролапс будет в другом. И вот здесь вот такая может быть, ну, как история, когда вы можете чего-то не знать. Просто допустить, что пока вы еще не видите, как будут развиваться события. Нам человек вдалеке здесь показан, он просто приближается к тому, кто спрятался за деревом. Поэтому ему пока не видно. Вот карта вам может как предостережение тоже служить, что ты тут не торопись, иди как-то осторожно, с оглядкой, искусство мелких шагов. И не должно быть это точно какой-то конфронтации. Есть и плюсы, но есть и тот период жизни, или, может быть, это один день конкретный, ну, может быть, час даже, да, в вашей жизни, когда вам нужно сделать что-то элегантно, правильно и осторожно. Неожиданности давайте мы с вами узнаем. С одной стороны, люблю эту карту «Страшный суд». Почему? Потому что вот какая-то прежняя история, деструктивная, может быть и грустная, все, она завершается. Она уже, по сути, завершилась. Но вот некоторое послевкусие, оно еще остается или присутствует. Но нам карта уже говорит о возрождении. Как, наверное, высшие силы или обстоятельства вашей судьбы и жизни к финалу подводят какую-то историю. И здесь не все от нас зависит, потому что старший аркан. И если мы говорим о возрождении, о выздоровлении, о завершении какого-то сложного периода, и нам словно нужно теперь, пусть даже если нам пришлось достигнуть какого-то дна, мои дорогие водолеи, или это был очень сложный период, вот теперь наша задача от этого дна оттолкнуться и буквально выплыть к солнцу. И это у вас как в неожиданностях. Значит, какова бы ни была сложная ситуация, рисковать, понятно, собой не стоит. Но вот, как я сказала, да, фразу «включить дурака», ну а почему нет? Иногда это единственный способ, который нам в реальности может помочь. И вот вам это тоже где-то может помочь буквально всплыть или выйти из какой-то
щекотливые ситуации, из каких-то стесненных обстоятельств или просто банально разрядить какую-то конфронтацию. Вот примите это к сведению. Ваша задача не анализировать прошлое, вот в неожиданностях, о чем нам хотят сказать, а беречь себя, как вашу миссию на будущее, как бы это высокопарно не звучало. В чем же ваши сильные стороны, ваша сильная позиция? Вот как раз продолжает все то, что я говорила. И семерка жезлов в этой колоде здесь очень правильно, грамотно прорисована. Чем занимается девушка? Ничем. Она сохраняет свой собственный дзен. А в это время 7 жезлов пытается буквально достать ее. И могут и вас пытаться достать, вывести на эмоции. Могут быть какие-то провокации по настроению, кстати. Зная, к примеру, ваш характер, что вы с чем-то можете не согласиться. Или наоборот, сыграть на ваших чувствах, или на вашей порядочности, на вашем благородстве, чтобы наоборот вы с кем-то согласились и приняли участие в каком-то деле. В конечном итоге именно, чтобы вы приняли в чем-то участие. А нам карта говорит, да нет, здесь вообще вот как будто отвернуться и сохранять собственную целостность от начала до конца, как и внутри, так и снаружи, я бы сказала. Почему? А потому что вот какая-то задача, лично ваша, мои дорогие, на последующий период, она вами должна быть выполнена. И эта задача, это больше в концепции вашего личного счастья. Но если мы сейчас включимся вот в чужую эту многозадачность, то тогда или мы потратим время попусту, или мы тут еще не знаем, с какими мы людьми сталкиваемся и что они задумали, кстати. Тут могут быть, как и новости, тут может быть такая информация, которая вам подается нарочито в каком-то одном ключе, в очень приятном, а мы, опять же, мы не знаем, что нас ждет впереди. Поэтому прозорливым быть на пару шагов вперед. Если я сейчас соглашаюсь, к примеру, подписываю какой-то документ, что это будет для меня потом? А не будет ли это какие-то безвылазные обязательства, когда мне придется потом, ну, как-то сложно выкарабкиваться в одиночку. Вот такой момент, тонкий нюанс, мои дорогие. И поэтому можно еще свести к такому знаменателю. Сохраняйте, как и себя, будьте милосердны к самим себе, берегите себя буквально. Но и, знаете, иметь пространство, отступить полшага назад. Это будет для вас важно. Вот тот запасной аэродром, когда вы можете как уйти в тень, или вовремя ретироваться, или когда вы, может быть, в каком-то месте словно были, и вот вас уже нет. И такое я даже могу предположить, вам, по крайней мере, это больше будет помогать, нежели вы буквально с кем-то в словесную перепалку, да, ну, условно, бой какой-то вступите, или в какие-то далекие доказательства, потому что человек, скорее всего, вас не услышит. Он обозлится, или вот есть такое выражение, окрысится. Окрысится в том плане, что он будет что-то затевать свое и ждать удобного момента. Вот нам как раз об этом. Люди, когда не договорились, они расходятся иногда непримиримыми врагами. И пусть до этого они нейтрально относились друг к другу, мы не говорим про любовь или про лояльные отношения, но это был нейтралитет, то, видимо, вот этот мир очень хрупкий, или этот баланс нейтралитета для вас в эти 10 дней может быть тоже достаточно хрупким. Поэтому если мы где-то переиграем, то, я имею в виду, перестараемся, то мы никому ничего не докажем, а человек может, это так, знаете, как отступить тоже полшага назад и ожидать удобного случая. Вот будьте аккуратны. Сфера ваших достижений. У вас вы вообще ресурсны, правда? Карта мага, посмотрите, у вас нет ничего невозможного. И даже если вас жизнь ставит в какие-то, не просто в рамки, а в какие-то ограничения или в какие-то сложные контакты, у каждого здесь по-своему. Ну, действительно, выйти сухим из воды вы можете. Но для этого вам понадобятся некоторые магические качества из области иррационального или, может быть, поступать так, как вы никогда не поступали. Не случайно все-таки семерка жезлов и все то, что я говорила, маг великий практик. Он не устраивает вообще ни с кем конфронтации. Он со всеми либо договаривается, либо исчезает. Но возможности ваши,
который и по труду, и по бизнесу, и по каким-то договоренностям, если нужна дипломатия. Ну, наверное, дипломатия вам дважды, трижды будет в эти 10 дней помогать, как и выйти из каких-то щекотливых или сложных ситуаций, так и для себя какие-то бонусы заработать. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. Хотя я могу и допустить, мои дорогие водолеи, вы ведь тоже можете с такими магами столкнуться и ловкими манипуляторами, поэтому и вам хитрее, ловчее и осторожнее следует быть. Любовь и личная жизнь. Вот любовь и личная жизнь вам и выпала. Десятка чаш. Ну и не только. Здесь вообще благополучие. Здесь где-то карта нам будет говорить о том, что и деньги присутствуют. Нам не говорят, хотя тут, в принципе, по оракулу цыганскому мы можем предположить, что бонусы денежные, да, как подарок, а десятка чаш – это еще любовь. И есть как минимум один человек или контакты с вашими близкими, которые вас поддерживают. Есть личная сторона вашего счастья, которая как раз в этот промежуток как-то с новой силой может вас и вдохновлять, или, знаете, просто есть тот человек, который разделяет ваши чаяния, которые вместе с вами вы вдвоем имеете планы. Может быть, это и семейные планы, или пусть вы еще пока только встречаетесь, но все равно планы, значит, присутствуют. Но для тех, кто один или одна, самое время подумать, может быть, даже если прежняя история была с каким-то минусом, или меня смотрят люди, когда в силу обстоятельств непреодолимой силы ваша история предыдущая, тем не менее, была закончена, завершена, или, ну, вы остались одни. Мои дорогие, но жизнь все равно продолжается, поэтому по этой карте нам предлагают как раз добавить красок, вдохновения в свою жизнь и подумать о том, чтобы быть счастливым. Давайте посмотрим, что же меняет вас и что происходит вообще вокруг вас. Ох, а тут для вас время больших возможностей. Может быть, и есть те вопросы, которые вам нужно подвести к единому знаменателю или подписать какие-то документы. И по ретро-Венере я говорила, нам могут возвращать или возвращаться те вопросы, которые были ранее начаты и не завершены. И здесь мы все должны расставить по местам, навести, по сути дела, порядок в нашей жизни. Почему? Будущее у вас уже на пороге. Сияйте, как звезда. Время, кстати, вашей популярности. Что меняет вас? Или как вы захотите измениться. Вот по этому аркану вы можете захотеть изменить свой собственный имидж. Вы захотите сломать какой-то шаблон. И мы говорим, встречают нас по одежке. И это невозможно оспорить, потому что физиологически первое мнение о человеке, оно самое такое емкое, острое, запоминающееся. И может быть вот тот шаблон, который сложился о вас, вы теперь захотите тоже изменить. Но эта карта еще говорит о больших возможностях по вашей занятости, труду, о достижениях, кстати. Причем это длительный период, или это вы сейчас словно выбираете направление такое, знаете, очень важное, которое будет раскрывать ваши возможности, ваши таланты и одновременно вам приносить и материальное благополучие тоже. Причем этот период по аркану звезда лет 10-20. Вот вы с чем-то определяетесь. Или, мои дорогие, Водолеи, вы теперь какие-то гештальты прежние закрываете. И если даже ваша жизнь, ну, где-то в некоторых нюансах напоминает уравнение со многими неизвестными, значит, вот эти все неизвестные вам нужно выяснить. Не должно быть, как мы говорим, обратки, потому что будущее уже на пороге практически. Нам уже не одна карта об этом сказала. Новые какие-то возможности, они уже частично вошли в вашу жизнь. Но есть еще какие-то вопросы из прошлого, которые нужно завершить и что-то расставить по местам. И себе при этом не навредить. Но по аркану звезда для вас нет ничего невозможного. Очень символично, что еще и карта мага. Поэтому тут и вокруг как-то, видимо, ну, наверное, ваша мечта, во-первых, вам помогает. Не случайно, словно такая вот почти незаметная нить соединяет с вашей мечтой. Это, можем сказать, визуализация самого себя, если вы... И правда, это помогает. Не случайно Альберт Эйнштейн сказал, воображение важнее знаний.
Он как раз визуализацию, я так думаю, имел в виду. И когда мы себя даже словно кожей можем почувствовать в том состоянии, к которому мы стремимся, это равносильно тому, как мы себе из будущего протягиваем руку помощи в день сегодняшний. Поэтому как-то очень правильно вам нужно мечтать, видеть, визуализировать себя уже в этом будущем. Это вам буквально помогает. Какая-то интересная траектория жизни у вас вот-вот намечается. И правда, по тузу пентаклей поддержка высших сил. Но это еще один пентакль. И не случайно в этой колоде как зернышко, да? Или вот этот вот, как семечко, которое мы садим в землю, и вот и уже есть вроде бы тоненькие корешочки, но они еще очень слабые. И первые ростки, которые тоже едва ли пробились через вот этот твердый панцирь. Но позже мы из первых шагов или из нашего намерения, или из нашей мечты, все то, что я только что сказала, вырастим что-то прекрасное, новое качество жизни. Хотя у кого-то, карта совет, деньги могут прийти и тогда. Эти деньги нужно сохранять, потому что на какую-то вашу миссию или на какое-то очень важное дело, которое будет способствовать вашему прогрессу, это нужно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.